Груз-200 из Литвы. Тела американских военных, утонувших в болоте на границе с Беларусью, отправили на родину. Последние детали о потере на учениях НАТО. Переговорщик Путина успокаивает администрацию Трампа. Новый поворот в отношениях с США. Россия готова воевать дальше, если сделка сорвется. Зеленский у границы с Россией и лишь в 40 километрах от Суджи в Курской области. Заявление о территориях и компромиссах. Как Украина собирается возвращать земли. Трамп заявляет о завершении операции. Что стоит за новым обращением американского президента и почему в НАТО требуют ответов от США по поводу большой войны с Россией. Урсула фон дер Ляйен в Узбекистане. Как ЕС заходит в Центральную Азию. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с событий в Литве и США. Тела американских военных, которые погибли в болоте недалеко от границы с Беларусью, отправили в Америку. Борт ВВС США доставит их тела в американский Дувр, где после пройдет торжественное прощание. Накануне же сотни людей на улицах Вильнюса приняли участие в церемонии прощания с военными НАТО. Я думаю, что в последние дни мы убедились, насколько важно иметь сильных и надежных союзников. И что еще важнее, чем я особенно горжусь, это то, что наша нация, наш народ были готовы помочь и готовы помогать всеми возможными способами. Трагедия Альянса произошла на прошлой неделе во время учений на тренировочной территории Пабраде, расположенной недалеко от границы с Беларусью. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина с 4 американцами затонула в торфяном болоте. Напомню, что после того, как солдаты были объявлены пропавшими без вести, началась масштабная спасательная операция. На поиск и проведение всех работ в лесистой местности ушла целая неделя. Операция осложнялась труднодоступной местностью и спецификой торфяного грунта, который затруднял доступ к затонувшей технике. В итоге тела солдат и машину извлекли, после чего погибших подготовили к репатриации в США. Церемония в Вильнюсе стала финальным актом прощания на литовской земле. США не собираются выходить из НАТО, а смерть американцев в Литве – напоминание о том, что военные силы Вашингтона все еще присутствуют в Европе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, который прилетел в Брюссель на саммит стран Североатлантического альянса. Члены НАТО при этом раздражены из-за действий США и должны были задать Рубио неудобные вопросы. В частности, почему Трамп сближается с Путиным, при этом жестко критикует Канаду и Данию, да еще и намекает, что Украина не войдет в альянс. Что происходит и чего ждать. Кроме того, европейцев также беспокоит другой, и он, по сути, главный вопрос. Если Россия не представляет угрозы, как говорит Трамп, то почему он заставляет других членов НАТО увеличивать расходы на оборону? Обо всем этом пишет Associated Press. В своем заявлении на саммите в прошлом году лидеры НАТО настаивали на том, что Россия остается наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников. Но расположенность Трампа к Путину и недавние лестные замечания некоторых американских официальных лиц вызвали сомнения. Вопрос, по словам дипломатов, заключается в том, почему союзники должны тратить 5% своего валового внутреннего продукта на оборонные бюджеты, если Россия больше не является угрозой. Кстати, а как бы вы ответили на этот вопрос сами себе? Зачем тратить такие деньги на оборону, если войны между НАТО и РФ, по мнению Трампа и его советников, не будет? Или здесь речь о том, что США не хочет участвовать в обеспечении Европы? И именно поэтому министр обороны США Хексет и вице-президент Джей Ди Венс называли европейцев нахлебниками. Напомню, что переписки высшего руководства США недавно стали достоянием общественности после того, как советник по нацбезопасности Трампа Майк Уолтс добавил в закрытый чат главного редактора одного из изданий, а тот после слил все переписки в сеть. Напишите свой ответ в комментариях. Новый раунд переговоров. Украинцы и россияне не теряют контакта с Вашингтоном. В США уже ждут, когда на их территории приземлится самолет с украинской делегацией. Встреча важная. Обсуждение той самой уже легендарной сделки по редкоземельным минералам, из-за которой произошел скандал в овальном кабинете. Министр финансов США говорит, что украинцы приедут на этой или на следующей неделе. У украинцев, насколько я знаю, уже есть юридические представители. После инцидента в Белом доме,
Кажется, 28 февраля мы собираемся подписать 4-страничное соглашение. Это параметры взаимопонимания. Мы продвинулись к большой сделке. Мы просто ускорили процесс, потому что не хотели терять время. Мы считаем эту сделку очень важной для американского народа, украинского народа и для мирного процесса. А вот РФ уже провела переговоры. В США с двудневным визитом, как я рассказывал в предыдущих видео, побывал переговорщик от Путина. По данным западной прессы Кирилла Дмитриева, Кремль отправил в Вашингтон, чтобы успокоить администрацию Трампа на фоне тех заявлений, которые в последние дни делал американский президент. Сам Дмитриев уже заявил, что некие силы хотят рассорить Россию и Америку, но прямо никого не обвинил. Сегодня на пути к восстановлению конструктивного взаимодействия во многих странах мира стоят многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности. Эти силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея на это ни средств, ни ресурсов. Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество, как в международных делах, так и в экономике. Путин делает ставку на Трампа как на шанс закончить войну. Но если переговоры провалятся, Россия продолжит боевые действия. Об этом пишет Bloomberg. Издание уточняет, что Кремль хочет не просто паузу, а гарантии ослабления Украины. Отказ от НАТО, сокращение армии и признание контроля России над территориями, которые она захватила. В то же время Россия усиливает мобилизацию. Весенний призыв стал рекордным за 14 лет. Это сигнал. Даже если Трамп не оправдает ожиданий, Москва готова воевать до конца, считают авторы материала. Россия все еще рассчитывает, что президент США Дональд Трамп предложит приемлемую мирную сделку по Украине, хотя готова продолжать войну, если переговоры провалятся, сообщили источники в Москве, знакомые ситуацией. Кремль не обеспокоен угрозами Трампа ввести карательные вторичные санкции на российскую нефть из-за отсутствия прогресса в направлении прекращения огня, говорят эти источники. Кстати, переговоры с Путиным может провести Макрон, либо же британский премьер Кир Стармер. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стуб. Лондон или Париж должны выступить в качестве переговорщика от так называемой коалиции желающих стран, которые готовы обеспечить безопасность Украины после возможного перемирия. Главное условие – переговорщик должен говорить от лица всей коалиции и не допускать разногласий в позиции Запада. А о позициях Украины накануне рассказал Зеленский. Он приехал практически под самую границу с Россией. Находился в городе Сумы, всего в 45 километрах от Суджи в Курской области. Кроме того, побывал в северной области Украины, которая граничит не только с РФ, но и Белоруссию, Черниговской. Зеленский заявил о возможном территориальном компромиссе, а также о том, что Украина вернет все территории себе, но, вероятно, не военным путем. Давайте послушаем. Территории. Они в любом случае для нас являются одной из главных красных линий. В любом случае, это временно оккупированные территории. Справедливый мир наступит тогда, когда эти территории вернутся. Но если можно найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, относительно некоторых территорий это будет единственный путь. Потому что война не может длиться бесконечно, пока она идет вот так. Поэтому мы будем делать все, чтобы восстановление территориальной целостности Украины произошло. Как вы считаете, сколько лет может уйти на то, чтобы Киев вернул себе территории, которые захватила Россия? Или же это возможно только военным путем? Напишите свои варианты под этим видео. И следующая тема, о которой трубит буквально весь мир, это вызов, который бросил Трамп практически всем странам. Итак, прошли сутки после того, как Белый дом фактически объявил мировую торговую войну. Экономический шторм начался. Мировые СМИ пишут о том, что Трамп развязал глобальный тарифный хаос, подписав указ о введении новых пошлин на импорт товаров. Теперь все страны, поставляющие продукцию в США, столкнутся с базовой таможенной ставкой в 10%. Но это только начало. Для отдельных государств Трамп приготовил настоящую экономическую дубинку. В частности, для Китая, Японии, Индии и Евросоюза. The Guardian уже назвала это событие торговым апокалипсисом. The Washington Post пишет о самом разрушительном решении для мировой экономики за последние десятилетия. А Рейтер сообщает, что мировой рынок застыл в ожидании глобальной рецессии. В Германии заявили, что бросают вызов Трампу и посмотрят, кому придется поднять белый флаг.
Я вижу, что Дональд Трамп поддается давлению, корректирует свои заявления под давлением. Но логический вывод из этого таков: он должен чувствовать это давление. И теперь это давление должно исходить из Германии, из Европы, в союзе с другими странами. Тогда мы увидим, кто окажется сильнее в этом армрестлинге. И не только Берлин отреагировал подобным образом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг Вашингтона – серьезный удар по мировой экономике и пригрозила жесткими контрмерами. Министерство торговли Китая осудило протекционизм США и заявило, что готово принять контрмеры, которые сильно ударят по американским экспортерам. Пекин предупреждает, торговые войны не выигрывают. Экономисты уверены, что если ответные тарифы будут введены, мировая экономика войдет в рецессию, сравнимую с кризисами 2008 года и пандемией COVID-19. Сам же Трамп не видит никаких проблем и заявил о завершении операции. Операция завершена. Пациент выжил и восстанавливается. Прогноз таков, что пациент станет гораздо сильнее, больше, лучше и устойчивее, чем когда-либо раньше. Сделаем Америку великой снова. Напомню, что торговая война Трампа предполагает введение высоких пошлин на импорт, чтобы защитить американскую экономику и вернуть рабочие места в США. Главная цель Вашингтона – укрепить внутреннее производство. ЕС заходит в Центральную Азию. Грандиозное событие в Самарканде. Большая дипломатическая встреча. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично встретил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Совета ЕС Антонио Кошту перед историческим саммитом ЕС «Центральная Азия». Главные вопросы: Европа хочет укрепить позиции в регионе, но как? Экономика, торговля, энергетика, транспорт, какие договоренности будут приняты и кто на самом деле выигрывает от этого сближения. Фон дер Ляйен заявила, сотрудничество с Узбекистаном и соседними странами может стать ключевым фактором в стратегии ЕС. Евросоюз ищет новых партнеров на фоне глобального передела рынков, а президент Узбекистана за пару дней до этой встречи с фон дер Ляйен заявил, что Центральная Азия теперь не на периферии истории. Центральная Азия больше не находится на задворках истории, а превращается в динамично развивающийся регион, формирующий свою стратегическую повестку. Политическая консолидация, достигнутый высокий уровень доверия и совместные экономические инициативы в регионе позволили создать новые возможности для устойчивого развития. Напомню, что 4 апреля второй день первого в истории саммита «Центральная Азия. Европейский Союз», который проходит в Самарканде. Ради этого события в город на несколько дней запретили въезжать, многие дороги перекрыты. Подписчики из Центральной Азии, а что думаете об этом саммите вы, который называют историческим? Напишите в комментариях. Новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!